Привет, меня зовут Даша. Чего ж я это делаю? Прикольно. Я сама себя вижу и офигеваю от того, что происходит. Моя профессия методолог, но сегодня вообще не об этом. У меня уже есть пару роликов на ютубе, вы можете их посмотреть на канале, но сегодня я решила сделать штуку, которую откладывала миллион лет. Это снять свой первый влог. Я много смотрю видосов на ютубе, и в какой-то момент я психанула и такая, а моя жизнь тоже классная, яркая, интересная, прикольная, веселая, почему бы это не показать? И вот сейчас у меня начинается одна из самых активных недель в этом году. Это типичная неделя, я не буду вам врать, что я живу всегда так. Но вот эта неделя, которую прикольно показать и рассказать вам, кто я и что я. И в эту неделю я беру вас с собой. Вот сейчас мы с вами умываемся и собираемся в зал. Этот влог абсолютно не претендует на идеальность. Это история, которую я просто решила, сделала и попробовала. Здесь может косячить звук, здесь я могу быть в плохом свете. Здесь я даже записываю это голосовое из аэропорта в 5-й день. Но этот влог появился, и это кайф. Мы вышли с вами на улицу, вернее, мы вышли с вами идти в спортзал. На мой взгляд, дорога на всякие вот эти базовые вещи, типа там бьюти, работа, зал, магазин, должна занимать не более 5 минут, иначе оно все систематически делаться не будет, а зал у меня систематически делается. Я занимаюсь тренером уже чуть больше года, и всем вот этим вот спортивным делом регулярно я занимаюсь уже 3-й год, поэтому зал для нас это норма. Так, я сейчас хочу выйти на красивый кусочек и показать вам, где я живу. Этот кусок, ну вон, видите, вот эта вот башня? Это Жишковская башня в Праге, где я, соответственно, и живу. Смотрите, я в зал, как из зала выйду, сразу к вам. Ну что, привет уже снова из дома, мы с вами отзанимались, я хотела записать что-то еще по дороге, но у меня наушники сели, и я решила, что, лишь бы не свалился, и я решила, что я лучше вам тут с нормальным звуком все дальше запишу, тем более, что дома вы у меня еще не были. Вы еще тоже не знакомы, это моя кошка, она сфинкс, и сейчас мы с ней идем работать. Всегда после спортзала, и сегодня не исключение, у меня или какой-нибудь созвон, или встреча по работе, и кошка всегда с нами, вы сейчас все сами увидите. А у меня есть обратка на эту страницу, я ее в тестовом делала, меня по ней взяли, сказали, по вам видно, что вы разбираетесь, когда я вот в этом вот, ну типа основной, и приколы, бонусы всего на свете. То есть на факультете у них есть какая-то специфицированная под них информация. Тебе нужен корм? Вот, матери приходится работать, чтобы у тебя был корм и наполнитель, да. Так и живем, так и живем. Отец работает. Я созвонилась, на это ушло около 2 часов. Сейчас у меня в плане котлеты, потому что я уезжаю через 3 часа на 3 дня. И муж попросил приготовить ему котлетки, чтобы когда он пришел с работы, уставший, у него было что покушать. Ну, так, ну все, мы с вами собрались, повалялись, приготовили котлет и выезжаем. У меня есть время до поезда. Блин, я сейчас буду вам скрипеть чемоданом, я остановлюсь. Короче, я вот тут зашла немножко за угол, чтобы рассказать вам, что вообще будет. У нас очень интересная неделька предстоит. Мы с вами сейчас на 3 дня едем в Вену. По работе с проектом мы будем делать страцессию. Также мы с вами запишем в Вене подкаст. После этого мы на денек вернемся в Прагу, а после этого мы поедем в Калининград к моей семье. Вот. И все это время я хочу, чтобы вы были с нами. Боже мой, как красивая синагожка. Я вам буду рассказывать, что кого как. А сейчас мы идем с вами в поезд. Я на таких поездах еще не ездила. Я обычно или езжу автобусами, или беру самый базовый класс. А тут, так как мне нужно немножко поработать в поезде, я взяла класс сильно выше. Я надеюсь, что будет интернет и будет комфорт, поэтому я поделюсь своими ощущениями, впечатлениями. В общем, беру вас с собой. Так, смотрите, вот мой выезд в Вену. Пишут, что опаздывает на 15 минут. У меня, короче, есть доступ в вот тот вот VIP-зал. Не знаю, насколько уж он VIP, сейчас посмотрим. Говорят, что там какие-то вкусняшки дают.
Короче, пока из прикольного пианино, которое играет самостоятельно. Вот так оно выглядит вдали. Там вон есть автомат с кофеечком. Тут тоже есть автомат с кофеечком, даже чашечки здесь, вон чаечки. И из прикольного, вон сейчас девчонки делают мороженка, прикиньте. Я не уверена, что это VIP раздел, потому что оно, ну, грязновато где-то, но прикольно. Короче, свет тут говно, но мы с вами в поезде. Вон, смотрите, какие большие сидушки. Ну, типа, в чем разница от базовых? Я где-нибудь ставлю, где есть видос классный, где это все описано. В общем, здесь сидушки больше, чем в базовой истории. И то, что мне очень нравится, сейчас покажу. Это менюшка. То есть вы видите ориентир в евро, если что, вдруг. Но так, для общего понимания, в Праге, допустим, вот за это я дам, ну, наверное, раза в 3 дороже. И поэтому я с удовольствием наконец-то нормально в поезде поем. И очень большой стол для работы. Да, плюс ко всему есть всякие розеточки. В общем, кайф. Короче, про еду я вам не шутила. Вот это получается включено в цену. Это я взяла себе на завтрак. Я думала, что калач будет тоже упакованный со сливами. Я его люблю. Я упакую себе. Вот и он, конечно, чуть меньше обычного, но не в 3 раза. В общем, кому надо, вот придерживаю на чеке. При необходимости переведете там в евро, куда вам надо. Так, ну все, вон поезд, 4 часа дороги, и я в Вене, я успела поработать, полежать, помедитировать, смонтировать рилс. Поэтому сейчас просто хочется прийти, найти жилье и лечь спать. Жилье мне предоставляется проект, с которым я работаю, поэтому мне еще более любопытно, куда меня поселили. Вот, послушайте. Сейчас машина свалит и будет тихо. Опять машина. Фух. Я сейчас думаю, что в пороховницах угас. Чернинский вайб немножечко, да? В общем, твоя старшая сестрица сейчас в Вене. Ну, решили принять вызов. И сейчас я иду. В смысле, что у него есть под аренду. И вот он сказал, приезжай, квартира будет, мы поработаем. Вот я здесь, блядь, вот я здесь. Ох, все, блин, где свет нормальный? Где-нибудь. Я добралась. Сейчас вам покажу квартиру, потому что она очень красивая. Вот, смотрите. Она прям большая. Мне очень картины понравились. Я не знала вообще, куда меня привезут. Я вообще не знала, в какое место. И пока я шла, у меня был ряд сомнений о том, туда ли я иду. Вселенная могла дать мне знак, но точнее знака нет. Короче, вот эта картина мухи, это павлины, которых мы любим. Ну, какая кошка. Надписи вообще просто все в тему. Просто как будто под меня квартиру подбирали. Это как бы тут можно додумать. Но когда я видела вот это, я охренела. Ты помнишь, на Курской косе вот такую мы проходили штуковину? И оно же, блин, вот так вот выглядело. Охренеть? Охренеть. Но по факту все очень красиво. Мы с вами встретимся уже завтра, и я вам расскажу, что мы будем делать. И, наверное, открою секрет всех предыдущих там 5-10 минут. Кем же я работаю, что в понедельник я в Вене, и клиенты мне снимают апартаменты. Короче, есть такое ощущение, что я вам не записала приветствие второго дня. В общем, во второй день я проснулась, сделала все свои утренние штуки для того. Короче, мне аж самой любопытно снять вам после. Я сделала лимфодренажку, которую я всегда делаю в таких случаях, и массаж лица. Оно еще красненькое, но вы посмотрите. Кто красотка? Я красотка. Если вам интересно, что я делала, и как из того в это у нас превратилось, я начала, вам говорила, 7:51, а сейчас 8:13. Напишите в комментариях, я вам скину. Короче, у нас с вами Lidl прямо напротив дома, и я очень хочу сходить, во-первых, купить своим вкусняшек, так как я еще ничего не покупала ни мужу, ни родным в Калининград. Я думаю, Lidl мне поможет с этой историей. И, короче, ребят, мы с вами в магазине. Я обожаю ходить в магазины в новых странах, потому что для меня это как хобби, знаете. Я залипаю на новые товары, и все сувениры я привожу из продуктовых. То есть вот тут меня можно забыть на час. Я та самая бабка, которая считает, что продуктовый ассортимент везде лучше, чем в Чехии. Его у нас нет, я, видимо, попру. Это мовики.
То есть вот за 4 евро вот это вот ведро мидии. У нас вот такого вообще в помине нету в Лидле, хотя Лидл есть. Я сейчас мужу отправляла тесто для пиццы. У нас такого нет. Гёдзе мы любим, и как бы вот за такую смешную цену. У нас за такое ты возьмешь сильно меньше объем или вообще ничего не возьмешь. Поэтому я, видимо, тоже это попру с собой. А вон еще прикол. Это какая-то местная австрийская штука. Это, видимо, абрикосы или персики, завернутые в чем-то там. И тоже по цене опять все смешное по сравнению с тем, что в Чехии происходит. А еще смотрите, какой прикол. Вот так вот ты ничего не откроешь, ничего не возьмешь. Тебе нужно вот этой вот грабелькой вот сюда вот кидануть, и вот твоя булочка. Ну вот в итоге, что я накупила. Накупила все чисто, чтобы позавтракать и с собой была какая-то еда. В итоге я, короче, зря на цены катила бочку и говорила, что в Чехии дороже. В итоге мне весь этот комплект вышел в 13 евро. Я перевела в кроны, и, ну, у нас бы он стоил дешевле, явно дешевле. Ну что, друзья, мы с вами покуськали. У нас наконец-то вышло солнышко. Ну нет, оно стало чуть светлее, и поэтому вы меня видите сильно лучше. Я пока крашусь, решила вам рассказать вообще, что кого как, потому что из того, что я сняла ранее, вообще нифига не понятно, кто я, что у меня за работа и почему у меня такой веселый жизненный график. Так, сейчас подождите. Как блогеры вот это вот снимают? Чтобы удержать внимание, нужно делать какое-то действие в кадре, а потом, ну, и разговаривать с вами одновременно. Вот капец. Я пока что учусь. Смотрите, по профессии я методолог. По образованию я кто только не был. У меня 3 образования. Первое — это экономист. Второе — это дипломат. И третье, неоконченное, это докторантура. Там я училась на факультете тропиков и субтропиков по специальности человеческое поведение. Ну, как вы слышите, учиться я люблю. И это и стало камнем преткновения. Я живу в Чехии уже с 13 года, то бишь уже больше 10 лет. И когда настал миг выходить на работу, то есть он, в принципе, настал после магистратуры, я поняла, что я не хочу никуда выходить. У меня вся семья предпринимателей, у меня у папы бизнес, у мамы бизнес, и я не хотела идти работать ради того, чтобы работать, и не было в этом критической необходимости. То есть мне всегда семья говорила: пробуй, у тебя все получится, тебе не нужно идти работать ради денег. Я так и делала, я пробовала разное, и я понимала, что в найм я критически не хочу. Я не хочу, чтобы мной кто-то управлял, я не хочу делать тупую работу ради тупой работы. Но что я делать хочу, к тому мигу я не понимала, это было чуть больше 5 лет назад. И тогда я решила пойти в докторантуру, потому что, ну, что я люблю? Я люблю учиться, давайте продолжать учиться и посмотрим, во что это выльется. А вылилось в то, что я поняла, что у меня потрясающий опыт в обучении других, в обучении своем. И тогда как раз инфобизнес стал зарождаться, и мне судьба послала подругу. Вика, если вдруг ты смотришь, я всегда эту историю рассказываю именно так. Приехала девочка из России и говорит: слушай, есть такая профессия методолог. Потому что я себя очень некомфортно ощущала от того, что мне там 23, наверное, мне тогда было 24 года, а я как бы Ктолия Магнолия. Говорит: попробуй, посмотри рынок. И я понимаю, что это, в принципе, то, что я делала всю жизнь, то, чему меня не надо учить. Боже мой, вот эта штука потрясающе работает. Причем именно вот в этом цвете. То есть смотрите, как она убирает подглазники, хотя должна убирать по логике не она, а розовая. Возвращаемся в историю. Говорит: ну попробуй, посмотри, у тебя может получиться. Я смотрю, в Чехии, в Европе вообще специалистов этой категории нет. То есть что такое методолог, я объясняю и по сей день. В тот миг я решила попробовать на рынке СНГ. Я сама родом из России. И я писала в разные вот эти чаты, не чаты, я тут же отыскала первый проект.
Это был курс по Wildberries, который в итоге оказался на портале «Работа России». Один из его создателей был Тимур Кашкаров, которого вы сейчас знаете как мужа Саши Митрошиной. Вот это был мой первый проект. У меня получилось все сразу, как бы это вот иллюзорно не звучало. У меня уже в то время был огромный опыт в обучении, в выступлении. Я выступала на конференциях на разных много лет от школы. И то есть я знала, как делается наука, как делается образовательная наука. Я понимала, каково студенту по ту сторону, что он хочет. И на этом фоне у нас получилось все очень классно. Я тут же получила очень классные отзывы и пошла работать дальше. В итоге я в профессии уже более 5 лет. У меня свое агентство по методологии, то есть мы разрабатываем обучение, и это не только курсы, как вы можете подумать, мы работали с конференциями. В прошлом году мы делали несколько конференций в Праге, мы делали конференции в Эмиратах, я отдельно готовлю спикеров на выступления, я сама выступаю как спикер. Сейчас я понимаю, что то, что я делаю, это архиважно для рынка, потому что, вы сами проходили кучу курсов, как сейчас тушь украситься и с вами разговаривать, кучу курсов, которые, откровенно так себе, а моя миссия все-таки влюблять людей в обучение, так, сейчас. Потому что я искренне знаю, что учеба это классно, если ее сделать классной, что учеба может приносить потрясающие результаты. И я знаю, каково студентам, которые не любят учиться, и я знаю, как сделать так, чтобы учеба была в радость, потому что нас плохо учили в школах в большинстве своем, и мы ненавижу учебу после школы. Мы все были в университетах, и кому как повезло, у кого-то были классные преподаватели, а кто-то еще и после этого решил, что учеба это говно. А дальше появился инфобизнес, и вы доверились какому-то из блогеров, и он вам тоже, вы пошли к нему на курс и увидели, что то, что он сделал, плохо, и вы вообще разочаровались в учебе. Так вот, моя миссия делать так, чтобы люди влюблялись в образование, потому что это большой трамплин. Мой путь непростой. Я не могу сказать, что это путь какого-то там ошеломительного успеха, и сейчас я ворочаю миллионами. Да, у меня есть очень сильные кейсы. Я работаю с многими командами, которых вы знаете. Я работала с лайк-центром. Я работаю с проектом в Казахстане. Кроме этого, с кем я еще работала? С Евросоюзом я здесь работала. Мы работали со Сбербанком. Мы работали с большими классными ребятами, услугами которых вы 100% пользовались. То есть в моей экспертизе сомнений нет ни у меня, ни у рынка. И сейчас я понимаю, что я больше, чем методология. У этого куска я выключу звук и скажу вам быстрее и проще, что когда методология, то бишь продукт и маркетинг в разных руках, мы получаем плохие продукты, потому что отделы друг друга не слышат, и каждый гнет свою линию. А здесь у меня есть возможность объединить экологичный маркетинг, то есть не втюхивать агрессивно, что вы курс за 3 дня пройдете и миллион заработаете, и соединять это с продуктом, потому что методолог знает мясо продукта. На мой взгляд, современный продюсер именно так и должен выглядеть. А если он должен выглядеть как я, почему это не я? У меня появился шанс поиграться в это, принять вызов. В Вене у меня есть новый клиент, и он предложил мне именно взять его на продюсирование. И если у нас пари выгорит, если мы все сделаем правильно, то это будет самый большой чек в моей жизни. Ощущение, что я не справлюсь, глобально у меня нет, но если вдруг я не справлюсь, я в этом не вижу ничего страшного. Как минимум я попробовала, может получиться не с первого раза, и поэтому я примерно понимаю, какое говно может произойти, но это очень перспективный проект, у них уже много своей аудитории. Перед тем, как мне сейчас идти к ним на старт-сессию, мы провели аналитику. Мы поняли вообще, кто эти люди, что им нужно, и, в принципе, моя гипотеза по продукту, который им нужен, подтвердилась. Я попробую взять вас с собой, если уместно немножко поснимать. Если нет, то я вам просто после наговорю, к чему мы пришли. У нас сегодня в планах провести стратегическую сессию, через час начать.
И еще у нас с вами в планах отснять выпуск подкаста. Потому что после того, как они увидели мой подкаст, они захотели, чтобы я проинтервьюировала спикера. Это будет тоже один из инструментов продаж и его, и меня. Честно, я вообще не ожидала, что мне удастся погулять по Вене, а мне удастся, но я вам это не сняла, поэтому у нас с вами трамвайная экскурсия по Вене. Наслаждайтесь. Так, смотрите, пока за мной ухаживают, я вам быстренько покажу вообще, какой у нас офис. Вот. То есть это вообще просто площадка для съемки контента. И сегодня вот мы, скорее всего, на этом фоне подкаста будем снимать. Так, ну все, мы обсудили концепцию продукта, мы вроде бы даже ее сложили за это время. Разумеется, я вам в студии ничего показывать не могу в офисе, потому что мы подпишем NDA. И так всегда на проектах. Ты делаешь что-то классно, и глобально, пока оно свет не увидела, ты не можешь никому ничего рассказать. Сейчас я иду на макияж и укладку, потому что мы через часа 2 будем снимать подкаст. Возможно, вам сейчас это странно от меня слышать, потому что весь предыдущий влог вы видели меня в позиции выдры неряшливой. Но я сейчас объясню свою позицию. На мой взгляд, когда мы в дорогу идем, мы куда-то едем, надо отстать от себя. То есть, разумеется, мы должны относительно нормально выглядеть, но я не вижу смысла трогать лицо в дороге, в которой там и так всякая пыль, грязь, грязные руки. Я как бы из тех, кто лицо трогает часто, и у меня высыпания систематически могут появляться, если не домывать. Вот, поэтому я в этом плане к себе стараюсь максимально бережно, ну и лениво. А когда мы идем куда-то выступать, то я за то, чтобы это выглядело изумительно, потому что любят красивых. И мне самой приятно смотреть на красивую картинку, где обо мне позаботились. У меня уже был опыт. У нас есть 2 подкаста, есть еще, по-моему, 2 или 3 ролика образовательных на канале, где я просто записала свои выступления в студии, накрасившись и причесавшись, как я умею. Да, мой скилл в укладке вырос, но все же я очень ярко вижу разницу, где собиралась сама и где мне в этом помогали. То же самое и на мероприятиях, особенно в Европе. Все приходят, одели на себя что-то чуть более праздничное, чем носим в обычной жизни. И на этом все кончилось. Все. И ты смотришь на недоодетых, недоухоженных женщин, и тебе не хочется с ними никак контактировать, ничего у них покупать, особенно если они пришли продавать. И когда ты просто вот чуть-чуть прихорошилась, а я еще люблю украшения крупные, с подкаста, скорее всего, будут кусочки, вы увидите. И я обычно произвожу фурор, когда я просто вложила там, у нас это можно сделать за 50 евро, здесь это можно делать за 100 евро. И это окупается всегда. Кроме того, что тебя всегда хотят фоткать на всяких мероприятиях, на тебя всегда обращают внимание. И, сама себе это очень приятное ощущение. Поэтому сейчас мы с вами идем на макияж и укладку, а после мы идем на подкаст. А еще в Вене прикольно, что это метро, но таким же был и трамвай. Я мужу скинула, может быть, вам кружочек где-нибудь кину, что у них почему-то есть подземная система трамваев. Если бы я в него не села снаружи, я бы так и не поняла, что метро трамвай, потому что наконец-то у нас с вами красивый свет. Вот меня за час сделали, сейчас мы идем с вами сниматься. Наша съемочная площадка готова. Сегодня снимаем подкаст. Дарья у нас уже наготове. Настроение. Зачем ты нам нужен? Я на него смотрю, знаешь что? Так, привет. Я вам тут снимаю уже при ночном свете, потому что я хочу вам вся в полный рост войти. В общем, я уже пришла домой. Я виделась с подружкой после того, как мы все отсняли. Кусочки подкаста есть, вы их можете посмотреть. Я их вставлю в видос, потому что что-то мы для вас подсняли. Картинка бомбовая получилась. По контенту мы тоже все классно сделали. Я просто встретилась с подружкой, мы сходили в мексиканский ресторан, поболтали за жизнь. Я пока не привыкла снимать такие вещи, мне сложно прийти обниматься и камеру держать, знаете. Просто знаете, что оно было. И в итоге сейчас я буду снимать макияж. Мне очень жалко, потому что смотрите, какая у вас красивая. Меня очень хорошо девчонки делали. Свет говно. Может, я вас принесу в какое-нибудь свое место. Я телефон стала чистить. Вы посмотрите, я вам днем показывалась. Какая я у вас красивая сегодня. Вот! Надо было вас туда нормальный свет вынести. В общем, мне очень жалко смываться, как всегда, после макияжа. И я буду... Нет, вот, я его нашла.
и я уже буду ложиться спать. Мы с вами встретимся в дне 3. У нас там в планах подписание договора, и у нас с вами в планах прогулка по Вене небольшая. Мы сегодня тоже прогулялись, я ничего не снимала. И что у нас еще в планах? Ну и поездка обратно в Прагу, вот, к муженьке. Так, ну что, всем привет. У нас сегодня с вами 3-й день. Видите, там уже кровать заправленная, потому что я уже все сделала. Я делала ровно... Ой, вот так. Я делала ровно то же самое, что и вчера, и поэтому я вам решила не записывать, не тратить хронометраж, а решила показать с новой разницы, чем отличается вчерашний день от сегодняшнего. Я сходила в магазин, купила своим гостинцев. Да, это очень странный комплект, в этот раз я не забыла чек, но это тесто для пиццы, у нас в Праге такого нет, и мы давно хотели пиццу дома сделать, это как раз шоколадка прикольная, мне стал нравиться вкус соленой карамели, и в общем я сейчас все с ним беру, и то, что меня прикололо, и вообще я не ожидала, что я это повезу, это хрен, смотрите, просто натертый хрен в банке. Все это вышло что-то на 5 евро, разумеется, это не все. Я еще зайду в другие магазины за какими-то штуками. Но вот этот странный комплект стал началом нашего дня. Так, ну все, ребят, мы с вами договорились. Мы еще не подписались. Я, честно говоря, думала, что это будет быстрее. Но нужно сделать пару документов, чтобы мы утвердились на всем по-человечески. И я, конечно, не буду делать их в дороге, потому что я устала. Но вот до 15 числа мне надо их сделать. И у меня каким-то чудом нарисовалось аж целых 2 часа до созвона. И я пошла просто гулять по Вене. Вернее, где-нибудь сесть с красивым видом, взять чашку матчи и дышать. Потому что я устала за эти дни. А у нас с вами еще 3 поездки за неделю. Короче, иду я думаю, что за музыка, откуда? А это часы. Офигеть. Короче, ваш любитель продуктовых снова на базе. Я вот такую биллу вообще никогда не видела. Это какая-то царская билла. Во-первых, тут есть сачочки. Такое где-то в Испании видела, в Чехии, опять же, этого нет. А вот это что за райская салатница? Салаты бывают, но вот, блин, что-то у них с ассортиментом прямо все очень хорошо. Очень. Короче, я хотела пообедать. И как раз вот это, думаю, на гриль, вот этот овощной рай. А вот это вот вполне себе. Вот эту банку я брала 5 евро, а вот это 3. Ну, 4 почти. Короче, с заходом в тот магазин дошла до центра за минуту. Вот там главный собор. Вот я, вот они гирька. Вкусная. Короче, я поняла, что я не хочу здесь делать этот блог нереалистичным и быть вот, знаете, Пашенька, которую мы с вами видели. Мы все время супер довольны, потому что это не так, я капец как устала, капец просто, потому что я в дороге с понедельника, плюс ко всему я действительно очень волновалась перед тем, как идти, и это тоже накладывает свой стресс. В итоге стресс на стрессе, я сейчас боюсь уйти в выгорание, делаю так, чтобы команды во всех проектах работали с минимальным моим участием, а на мне все равно остается самое сложное — решать мозгами, что они будут делать. И вот у меня сегодня будет планерка через 1,5 часа, и я просто хочу вот взять себе чашечку матчи, сесть куда-нибудь, взять какую-нибудь венскую булку и смотреть на людей и на домики. Вот таков план. Знаете, это вот как она придумала и как случилось на самом деле. Пока я шла, я посасывала матчу, разумеется, а до булки я так и не дошла. Не было по дороге булки. А за спиной у меня Венская опера. Поэтому я решаю, да нахуй булку. Я сяду, так, блин, вам же на Венскую оперу интересно смотреть. Сяду я на ее фоне, посмотрю на нее и пойду обратно на созвон по проекту. Ну что, мы с вами нагулялись, немножко выдохнули. Не могу сказать, что я 100% выдохнула за 2-часовую прогулку. Сейчас у меня есть мечта сесть в поезд и поспать, а не поработать. Смотрите, у нас с вами через 10 минут созвон по проекту. Это итоговый созвон за неделю. Мы будем подтверждать, что мы сделали, и планировать на следующую неделю. Давайте я вам немножко покажу, чтобы вы понимали вообще, что происходит, какую работу я делаю вот конкретно. Смотрите, вот мой план на апрель. Я не знаю, не прибьют ли меня за то, что я вам его показываю. Но вот мы сделали обзоры по модулям. Мы просмотрели все модули, поняли, как их саморизировать, и сделали обзор. Их мне уже даже записали.
Вот. Мы будем переделывать и уже в процессе переделки процесса онбординга на курс. Когда вы заходите, вам всякие вот эти вот ссылки приходят, оплаты, вот это вот все. Сделать проще для клиентов, чтобы вопросов ни у кого не было. Вот эта задачка я беру себе на следующую неделю. У продукта есть комьюнити, есть сообщество, и нам важно, чтобы, скажите мне, буквы кончаются, чтобы в него заходило больше людей, покупала его. Это подвязано на мой процент продаж в том числе, и поэтому мне надо сделать его таким, чтобы оно было. То, что мы еще делали, это работали со кейсами. На всех проектах есть проблема с тем, что куча отзывов и нету кейсов. И сейчас одна из моих задач поставить это как процесс и сделать так, чтобы кейсы были упакованы. Это задачки примерно общие. Здесь я буду организовывать конференцию среди бывших участников обучения, которым есть что показать. То есть мы с ними также готовим выступления, идем по презентациям, как бы все четко, ясно и понятно. Это получается задачка мы делаем и наставника. То есть, чтобы на курсе вам помогали прийти к цели. То есть, чтобы, когда на курсе много материалов, вам составляли индивидуальный план под вас. И мы делаем такую приложуху, которая будет это делать. Так, это задачка по сотруднику. Не сильно критичная, просто понять, что она делает. Также мы в модулях придумали фишку под названием «Как это применить». То есть у нас есть какой-то инструмент, и мы даем идеи, как применить каждому сегменту целевой аудитории. Еще у нас есть история, связанная с партнерской программой, то бишь, чтобы студенты нас рекомендовали, нам нужно делать систему, в которой мы премируем тех, кто рекомендовал, и даем скидку тем, кто по рекомендации пришел. В общем, вот это примерно задача директора по продукту. Короче, у нас же до этого было, что все уроки открыты. И это было в прогруппе. И когда... Так, ребят, я впритык закончила созвон, поэтому вот я и чемодан, опять ориентируемся по точке и едем на вокзал, чтобы сесть в свой поезд и выдохнуть. Чтобы вы понимали, какой огромный вокзал в Вене, это отправление вот мое в 36 минут. На него еще даже поезд никто не думал выпускать. Думали выпускать на то, которое в 28, а сейчас 27 минут. Поэтому вот. Могут быть несколько поездов. То есть я привыкла к тому, что ты приезжаешь, сел в поезд, и ты не можешь сесть в поезд, который не едет до тебя, если ты стоишь на нужной стороне. То есть вот я иду в Прагу, а вот там у нас получается Братислава. Благо наш поезд желтый и не протупишь. Свет хороший, я еще с вами поговорю. Да, я понимаю, что я против него стою, но все же. В общем, я доезжала до Вены в прошлый раз на конференцию на автобусе. И типа думала, ладно, фиг с ним. И вот сейчас у меня опыт в поезде. Я понимаю, что поездом комфортнее. Во-первых, внутри места больше, вот эта вот вся фигня кормят, поезд, это тоже очень важно. Мне еще важно, что автобусный вокзал в Вене — это ужас какой-то. Там вообще, как говорится, не чихнуть, не пернуть. А тут, что в Праге есть лаунж, в котором, вокзал не самое комфортное место на земле, в который ты можешь сесть и хотя бы, не бояться оставить чемодан, там, не сумку, хотя бы что-то, отойти там за водой себе, еще что-нибудь, все под камерами. И ты не находишься долго в том пространстве, где, небезопасно и некомфортно, особенно, как в прошлый раз у меня задержался поезд, и было супер некомфортно проводить там эти лишние 15-20 минут, а у меня дошло вплоть до получаса просто на вокзале, а не в лаунже, хоть он там и не идеальный. Короче, мы сами доехали, видите, у нас люди готовятся выходить, я всю дорогу работала, отдохнуть невозможно, чистила память телефона, чтобы вы у меня влезли. Меня уговорили встретить муженька, поэтому сейчас посмотрим, где он будет, я вам его наконец покажу. Ну что, привет, у нас день 3. Я похожа на неряшливую выдру. Очень устала вчера в дороге, поэтому сегодня я валюнкаюсь и глажу кошку, потому что завтра с утра у нас вылет, и я больше ничего не хочу делать. И муж скоро придет, и мы будем проводить время вместе и готовить пиццу из того теста, которое мы с вами купили в Вене. Кошка заскучилась, я сейчас пошевелилась, ей неудобно. Она вон под одеялку. Что из палатки? Вылезешь из палатки? Не вылезешь из палатки. Давай, укладывайся. Укладывайся обратно. Жопина. Я же знаю, что ты уложишься обратно. Соскучилась. Я сегодня вообще не буду работать, я всех предупредила. Там, я там все, да, отправила, все отложенными сделала, всех запустила.
Но я сегодня просто в космосе. Вот голову помыть надо. В планах планочка. Для осанки я эту штуку делаю, так как, видите, эту неделю и среду, и пятницу выпадает зал. Ну, я так не могу. Что я еще хотела сказать? Вообще, я сегодня думала в магазин сходить, знаете. Мне там что-то сувениров, подарков докупить надо. Ну, вы же помните, что сувениры — это еда из магазина. И, в общем, я решила нахрен все. Моя ключевая задача сегодня зарегаться на рейс, собрать вещи. У меня будет пересадка в Польше, 2 созвона у меня в нее будет. Но до или после я в пересадку просто куплю. Я знаю и аэропорт, и город я знаю. То есть здесь я маршрут ехала, который я не знаю совсем. А тот маршрут я преодолевала более 10 раз. Я там знаю каждую точку, я могу закрытыми глазами все сделать. И я, наконец, погуляю в Гданьске и возьму вас на прогулку с собой. Завтра, да. А сегодня вы посмотрите на моего муженьку. Так, мы с вами помыли голову, посмотрели Райана Трейна с его путешествием за пение и выдохнули, что мы не так уж и тяжело живем. Короче, я позвонила маме узнать, что там по погоде, и собралась. Я вам сейчас покажу, что, куда, зачем и почему, и расскажу, почему я там взяла эти вещи, потому что то, как мы собираемся, это не совсем обычная история. Так как я не по-блогерски уже все загрузила, пока мы с мамой разговаривали, я вам буду разгружать рюкзак вместе с кошкой и показывать, что я взяла. Джама, нафиг, джамочка. Ну, во-первых, я всегда на стул вешаю то, в чем я поеду. Вылезла у нас сверху косметоз и крема. Это критически важно, потому что, ребят, мне уже не 15. И у меня есть определенные проблемы с кожей, которые работают исключительно с подобранной косметикой. То есть у меня кожа чувствительная, у нее есть склонность к покраснениям, поэтому у меня от косметолога прописанный Gigi Recovery, видите, он уже кончается, поэтому я не стала переливать ни в какую другую банку. Это дневной. Тоник перелитый в моей банке и умывалка тоже, это я могу сделать. А это у меня ночной крем с витамином С, у него больше прикол. У меня периодически бывают такие горящие высыпания, и вот он мне их очень хорошо сдерживает. Я поняла, что не добавила еще одну вещь, благо с вами пересобрала. Короче, в последний раз у меня была сухость на коже, я пошла опять же к косметологу, она посоветовала неоцинамид добавить в уход. И так как сейчас перелеты, переезды, это не последний перелет, который у меня планируется за этот месяц, не последняя поездка, поэтому нужно кожу поддерживать, боже мой, гидролипидный баланс, и поэтому эту штуку я тоже с собой беру. Дальше у нас с вами идут подарки. Я докуплю еще в Польше. Я могла бы докупить сегодня, но я хочу лежать. Короче, у меня сестра очень любит Линдет. И у них вышла коллаборашка с дубайским шоколадом. Не знаю, если она в Праге. Я вот в Вене пока была, быстренько взяла Feastables. Мне самой любопытно попробовать. Вот этот, я знаю, что вторая версия у них вкусная. Взяла одну нам тут с Олежей. И домой тоже им будет любопытно. А у меня папа на ЗОЖе, у меня папа в кетозе. И он пробует всякие разные штуки. И сейчас ему интересен коллаген. Вот взяла ему коллагешку. Моя подружка подсадила на гель для бровей. Вы все увидите одного типажа внешности. И нам, короче, надо, чтобы оно было... чтобы брови были не супер яркими, но все же чуть-чуть подчеркнуть, потому что у нас своего пигмента немного, и при этом все равно он дохнет. Когда ты к мастеру сходишь, он очень быстро умирает, а вот эта штука... Там еще вот есть, есть еще темнее оттенки, помогает бровки поддерживать и при этом не перегружать цветом. Потому что у нас это очень тонкая вещь. Еще я вам, помните, рассказывала про штуку на подглазнике? Короче, им ее захотелось, она полная, я ее возьму с собой, я ее там оставлю, если им понравится. Если не понравится, заберу себе, и все в плюсе. Вот. Третья категория вещей — это одежда. Да, Джамуня? Вы видите, что ее очень мало. Там еще к вам придут туфли. Я их просто не хочу на одежду ставить, но вот они есть. Почему так мало? Почему тут, извините, нету даже трусов? Потому что я еду домой. Я езжу домой систематически. У меня там есть гардероб уже отложенный. Кстати, классно собрала. У меня там есть и нижнее белье, извините за подробности. У меня там есть кофты, брюки. Там уже часть вещей мы специально докупаем, чтобы я лишнего с собой не таскала и не возила. Да, Джамуся? Джамуся. И это я беру одежду, которая чисто нужна мне для моего комфорта.
У нас вверху у всех размер примерно одинаковый. Как я езжу надолго, не на один день, даже не на 2 недели, встает проблема идентичности в одежде. Это очень странная вещь, когда ты вот взял с собой эти 3 шмотки и начинаешь их через вот это время ненавидеть. Да, ты можешь докупить, да, так много времени уходит. Вот придумала я себе, что мне нужна в подкасте вот эту с плечами. Мы ее добывали в прошлый раз из Томска. Она мне ехала больше 2 недель, потому что в магазинах я ничего не могла отыскать. А мне нужна была именно кофта с открытыми плечами. И типа ты эту хрень себе придумываешь, ищешь ее 300 лет, и в это время ходишь недовольный, типа вот знаете, у нас-то дома называется Гринвудский оборвыш. Типа я в чем-то у мамы с сестрой взяла, вышла, оно как будто бы нормально, а я себя в этом не ощущаю комфортно. Начинает угнетать. И стали создавать мне там базу вещей, которые мне комфортны в данный период, которые мне нравятся. И я с собой добираю вещи чисто на выход, то есть какие-то бизнес-встречи. Я поеду на подкаст, если я не закончу к этому времени снимать влоги. Я сниму подкаст с Питера, когда я поеду это делать с Викой. То есть мне надо выглядеть так, чтобы я себя комфортно чувствовала. Вот. Также для ощущения собственной вот этой идентичности я беру с собой свои украшения на разные случаи жизни. Надо, кстати, еще красную помаду кинуть. У меня, короче, есть та оттенок, который мне идет. Я прекрасно там об этом знаю. И вот если мне захочется сережки красные одеть, с красной помадой, чтобы я могла это сделать. Там, мы часто там в театр можем быть, мы на концерт можем сходить. Поэтому, во-первых, как бы, ну, это моя норма носить большие украшения. Во-вторых, как бы мы делаем, чтобы эта норма была уместной. Конечно, вам можно было бы это не показывать, но документы. Если вдруг вы собираетесь вместе с собой, не забывайте документы, не забывайте оба паспорта. У меня была история, когда я поехала за граником и не взяла обычный паспорт. А мне надо там на госуслугах что-то решить, в больницу записаться, там с налогами разобраться. Без российского паспорта ты этого не сделаешь. То есть, ну, если вы едете по делам, я понимаю, что он как бы здесь кажется бесполезен, но там это самый ходовой документ. Как бы... Я, короче, эти вещи все определила в один раздел. Я беру с собой блокнот, потому что я пишу самопрограммирование, я пишу благодарности. И, короче, в дороге это вообще самое лучшее место, где можно делать. У меня блокнот вообще всегда в сумке лежит. У меня большие сумки, поэтому оно ок. Что еще? Я всегда с собой беру протеин, то есть я забиваю им любую сумку, чтобы если случилась какая-то критическая ситуация в дороге, а так как я напоминаю, мне ехать через границу, чтобы у меня всегда было что поесть, чтобы это был качественный перекус. Наличка у меня есть и польская, и российская на случай атомной войны и всего на свете, как говорится. Наушники, ну, разумеется, к ним в комплект там телефон, ноутбук, часы, вот это все. То есть вся техника с собой, потому что я еду не в отпуск, я еду в том числе и работать. Что? Укуси, укуси! Также я всегда беру с собой обезболивающее, и я беру с собой мелатонин. То есть у меня из обезболивающего российский брал, из снотворного просто мелатонин. Оно всегда лежит в сумке в этой. Или если я очень устала и мне нужно отрубиться, то я этой штукой пользуюсь. Совсем еще забыла про историю с этими подушка и очки для сна, потому что это то, что делает поездку комфортнее, а место глобально не занимает. Да, вон еще очечки. Потому что, да, это то, что я там еще пока себе не обзавелась. У меня две пары здесь есть, но очки я ношу всегда. У меня межбровная вот эта зона очень активная, и мне хоть как-то бы ее активность уменьшить. Да, я полезла, короче, в карман с самым важным, то, что я в прошлый раз забыла. И в этот раз, я, знаете, не для вас, а для себя такая, Даша, а в следующий раз пересмотри видео. Короче, пластыри я беру только компидовские, потому что это единственное, что работает. Это рюкзак мужа, у него тут всякие ракушечки и камушки всегда лежат. Я не мешаю этой истории. Тампоны, девочки, извините, всегда в сумке, любых размеров. Непонятно, когда оно тебя подстережет, пусть будет, тебя или еще кого-то. Вот маска для сна у нас как раз к подушке. Расческу я беру нормальную. Нет, вру, у меня там есть, это у меня такая чисто в дорогу, если ничего нет. И то, что я в прошлый раз забыла, это ключи от калининградской квартиры, и нам было не очень удобно, поэтому сейчас это вещь, которая из рюкзака из калининградского просто не вылезает. Ты ее стаскиваешь? Нет, бежит моя булочка, бежит, мышка в клетке, муж помаши лапкой. Ну, маши лапкой, ну будь Дальше мы, не отставая от плана, пошли тискаться и готовить пиццу.
А тут я вам просто кусочки оставила последнего вечера дома. У нас была задача, кроме того, чтобы любоваться друг другом и кошкой, еще эту кошку помыть. После, разумеется, этой кошке досталась вкусняшка. Так, доброе утро. У нас время 25. И ваш покорный слуга вышел из дома в аэропорт. Вы сейчас скажете, Даша, ну что ждать? Ты же это делаешь часто, ты только всем рассказываешь. Я не знаю, как можно перестать рыдать, когда ты уезжаешь из дома, где тебя любят. Что за опять? Поэтому вот есть этот момент, когда тебя отрезают пластырь. После уже все нормально, я буду веселая, но когда вот ты только выходишь из дома, это боль. Пока я иду, на фоне моего дыхания, потому что мы немножко опаздываем на метро. Послушайте, как птицы орут. Счастливые лица в 6 утра только у тех, кто с рюкзаками едет в аэропорт. Короче, все, я уже здравая, мы в Целдепарке, мы с вами в автобусе, я бы вам показывала автобус, если бы я не могла свое любимое место, оно называется «Трон одиночества». Короче, это большая сиденька прямо у входа, и я ее обожаю. Я снимаю вот здание, вот это вот, по-моему, выгорели на монтаже. Я в нем начинала свой путь в Праге, это курсы «Кристаллы», у них было общежитие. Так, ну все, мы с вами прошли все контроли, вы же по факту маршрутка. Мы прошли это только жидкости, и все, и дальше ты тупо идешь на посадку с билетом. По факту с этого места и начинается наша видеоинструкция, как добраться из Европы в Калининград. Вы из своего города, из большинства крупных европейских городов можете найти от Ryanair вылет в Гданьск. Это самый ближайший город к границе с кусочком России. Вот следите за регулярностью рейсов, потому что у нас то было 3 раза в неделю, то 2. Сейчас начало пасхальных праздников, и там вообще подряд были там 3-4 дня, если не 5. Я брала билеты, я беру обычно где-то за месяц плюс-минус, потому что они сильно ниже в цене. Как бы они даже в своем пике не самые дорогие. То есть в пике они будут стоить 1500, кроме это около 50 евро. А когда ты их берешь где-то, то есть они могут быть за 20, за 15 евро. Поэтому разница в сумме не критичная, ну типа в пропорции, но дешевле лететь всегда приятнее. Я летаю с рюкзаком. Иногда я беру с собой ручную кладь как чемодан, и это у нас X2 увеличивает цену. Я беру, если что-то очень надо, но по факту я же вам говорю, у меня все там. Я уже перестала страдать этой историей, когда мы увозим оттуда баулы, привозим туда баулы, вот этой. Так, короче, вы не поверите, но я почти домонтировала за перелет, хотя перелет длился всего 1,5 часа. Я почти домонтировала рилс, я сделала первые 2 дня. Сейчас заканчиваю вчерашний день. И, в принципе, я приеду, а влог будет готов. Короче, мне очень понравилось это делать. Надеюсь, вам понравится это смотреть. Потому что мне и снимать классно, и, оказывается, монтировать мне классно. То есть я хочу следующий влог снять уже про сам Калининград, потому что мне реально есть что рассказать и показать. И если это еще и вам понравится, то вообще зашибись. Смотрите, одна из вещей, которая меня удивляет, это наш самолет, и люди из него идут в здание пешком. То есть никаких автобусов, вообще ничего. Я такое видела только в Милане и в Гданьске. Сейчас у нас с вами непростая задачка добраться до города. Мы можем это сделать на такси, это относительно недорого. Можем это делать на автобусе и на поезде. Вот на поезде я делала, видите, он прерывистый. Он не просто так прерывистый, потому что там пересадка дебильная. На автобусе я еще не каталась, и сегодня мы с вами вот эту методу попробуем. Вот там муж говорит, что есть проблема с оплатой. Я помню, когда первый раз прилетела, я летаю такая в коматозе, иду в туалет, а в туалете шумит море. Я-то знала, что Калининград на море, а что Гданьск на море. Я вообще про Гданьск к этому моменту ничего не думала. Так, я что, на море приехала? И для меня этот туалет такое яркое воспоминание из Гданьска, что если я никуда не опаздываю, а сейчас у нас такая адекватная пересадка, мы еще созвонимся по работе, что я туда всегда иду чисто как на достопримечательность. И вот он. То есть тут я в коматозе такая, что-то умываюсь, руки помыть, а тут морюшка. Обожаю этот туалет, просто обожаю. Еще одна из штук, которая с моей вот проблемной кожей всегда в дороге, это матирующие салфетки. Я в кадре посмотрела, а лоб-то жирнится.
И, короче, это штука, которая всегда со мной, но тут мне моя фотограф Яра, я надеюсь, ты досмотришь до этого места и вообще включишь этот видос, говорит, типа, нафига вам матирующие салфетки, если есть обычные. Если вдруг матирующие нет, обычные тоже лоб промокнуть можно, потому что вот это мое спасение от вот всего, что может появиться после дороги. То есть вот вы с Arrivals, вы вот из этого окна выйдете, вот тут сразу же выход на поезд. То есть это вот слева самая правая часть, лево-право тоже не моя сильная сторона, как и математика. Вот туда идете, там вот тупо нарисован поезд, и вон люди покупают билеты. Единственное, что хочу сразу сказать, видите, сколько людей очередь. Не потому что люди тупые, а потому что автомат тупой. Короче, если вам нужно ко времени, поднимаетесь наверх, и там есть еще один автомат. Но вот автомат прямо жестко тупит. Я не глубоко внутренний методолог, вот не понял, что вот эта вот стертая синяя полоса ведет нас до автоматов с билетами. Из того, что я вижу, они посовременнее, и ими явно проще оплатить. Синие полосы дошли, вот тут есть штуки с билетами раз, штуки с билетами два, по 2 стойки, и у каждой по стойке не работает. Как понять, через сколько уезжает автобус? Вот это слово вам нужно, вот это вот, Дворжец главный вокзал. Уезжает автобус через 6 минут. Так, у нас с вами хорошая новость. Я в автобусе, значит, мы успели. А вы имеете в виду, система с билетами дебильнейшая. Короче, во-первых, есть терминал, который можно все в этом, скажите мне, в автобусе. Во-вторых, он не выдает чек. Я вам сейчас фотку скину. Он просто делает фотку. Спасибо, вы купили билет. Короче, есть ощущение, что здесь такой переполненный автобус аэропорта едет, что вы можете не покупать этот билет. Буквально в 5 минутах, даже в минуте от центра есть вот с таким названием пекарня, и тут есть завтрачки. То есть, если вдруг приехали и хочется завтрачка недалеко, то это вот, оно прямо вот за Старбаксом следующее. Дальше я ушла на созвон с кураторами на часик, чтобы потом с вами красиво гулять по Гданьску. Я специально вам сейчас снимаю центральную улицу, потому что когда мне говорят, что Гданьск очень похож на Калининград, мне хочется показать, ну посмотрите на Гданьск. Посмотрите на Калининград. Теперь я вам могу дать эту опцию. Просто посмотрите на детализацию на зданиях. Посмотрите, что вот это вот все настоящее, а не самодел. Ну просто на-на-на. Я люблю Калининград, но это не Европа. Вот, ну это вот оригинал. Перед вами оригинал. А я вам покажу в следующем влоге жалкую копию этого. Вот. Так, как только вы оказываетесь на вокзале, вам хочется что-то поесть, вот эти бабульки легендарные. Дико вкусно. Вот соленая у них, вкусненько. Но сегодня с капустой нет моих любимых. Сейчас мы с вами выходим, на самый главный угол уже, вокзальный, чтобы вы понимали вообще, куда идти, потому что здесь автобус приезжает не на станцию, он приезжает на остановку общественного транспорта, я вам сейчас покажу. Автобус может вот отсюда отъезжать, видите, остановка. А может... сегодня автобус нормальный. Вот отсюда вы проверяете, у вас номер платформы или улица, там что-то типа 3 мая, но он все равно с жопы вокзала. Ну все, мы с вами сели в автобус на границу, будем на ней уже где-то через часа 1,5-2. Так, мы с вами на границе, за 2 часа, чуть подольше, чем обычно. Видите, вот это вот блестящее, это все машинки стоят. А мы идем в соседнюю полосу, поэтому всем советую ехать на автобусе, если вам в ту сторону надо, особенно вправо. Смотри, еще вместе посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Чуть больше 20, это на самом деле не так много. Вот с этими машинками у меня получилось 70. Пересечение границы довольно комплексный процесс. Мне есть много о чем сказать, так как я пересекаю уже, наверное, больше, чем в 10-й раз. Так что, если вам нужно такое видео, я вам его сделаю. Дайте знать в комментариях. А сейчас я вам просто технически покажу, как мы ее пересекли, что у нас все хорошо. Плюс ко всему, в этот раз на границе, особенно с российской стороны, ужесточились проверки. И так как на границе вообще фактически-то снимать нельзя, я в этот раз не осмелилась сделать много кадров. Если в сухом остатке, то мы довольно быстро пересекли польскую часть. Мы долго стояли на нейтралке. Это часть между российской и польской границей. Потому что сейчас у них 1 человек и на въезды автобусные, и на выезды. То есть вы готовые на въезд можете не въехать просто потому, что вас некому пропустить. И мы так прождали 1,5 часа. Уже даже свет нормально падает. Короче, мы вот с вами вот там
указатель должен быть где-то, что мы с вами въехали. Нас ушло, мы выехали в 3, сейчас время, то есть 5 часов, и еще нам нужно минут 40, чтобы доехать до Калининграда, и все, и будем наших тискать. Ну что, я дома, это уже утро следующего дня. У меня сел телефон в самом конце. Я вам не записала эту радостную встречу. Но ничего страшного, значит, познакомлю вас со своей в следующем влоге. Дай бог, я его сниму. Но этот уже почти смонтирован. Так что, ох, боже мой, опять это говорить. Подписывайтесь, нам нужно дойти до 1000, чтобы у меня была монетизация. Ставьте лайки и пишите комментарии. Увидимся в следующем влоге.